Привет, с вами Орех. Да, тот самый Орех, что пережил нападение зомби, объединился после этого с телом зомби для того, чтобы выжить, и после начал большую карьеру в кино и играх, а сейчас снова вернулся к вам записывать видео. И это, как понимаете, продолжение полюбившейся рубрики, хотя на самом деле полюбившейся или нет, я не знаю, ведь этот ролик я записываю наперед, но я более чем уверен, что полюбившийся, ведь никого равнодушным не мог оставить ролик «Большой секрет Горохострела. Plants vs Zombies обзор». Да, тот самый мой прошлый ролик, в котором я рассказывал про Горохострела. Да, про того самого Горохострела, имеющего цену в 100 солнц, являющегося первым в игре, но далеко не первым в большой семье Горохострелов. И демонстрирующего при всем этом все свои способности по максимуму, ведь его кредо жизни – тяжелый труд, обязательства и здоровый, солнечный, сбалансированный завтрак с углекислым газом, которое и делает возможным его невероятный триумф в такой эксклюзивной мини-игре для Nintendo DS, как Тепловая волна. Да, мини-игра, где он может разваливать любых зомби в одиночку, даже Гаргантюа. Да, Гаргантюа, огромное чудовище, встречающееся на последних уровнях локации Крыша. Поэтому шутки шутить с Горохострелом явно не стоит, тем более, что убрав его листик, он и вовсе перестает быть самим собой, становясь покемоном по имени Беллспраут из легендарнейшего аниме под названием Покемон. Да, аниме, без которого возможно бы и не существовал он, а значит и Plants vs Zombies, а значит и Подсолнух. Да, тот самый подсолнух, без которого и не существовало бы на наших лужайках иных растений, ведь это в своем роде ультимативное растение по выработке солнц и по совместительству первое. Да, именно первое растение, которое мы сами можем получить, ведь горох, упоминаемый выше, у нас изначально зашит в слотах. Да, слотах, с которых и можно растения для посадки подбирать. Да, именно подбирать, потому что практически все растения помимо Горохострела мы подбираем с улицы, как и в случае с грибами. Да, грибами, среди которых есть гриб. Да, тот самый солнечный гриб, злейший враг подсолнуха в таких локациях, как ночь и туман, наступающих после локации день и бассейн, в которых уже инициативу берет подсолнух, герой сегодняшнего видео, как возможно вы уже откуда-то догадались. А вообще, вернее бы сказать героиня. Да, героиня, ведь подсолнух в игре женского рода, и в нашем реальном мире она имеет голос. Да, голос, который в свою очередь принадлежит человеку под именем Лаура Шигахара, и который вы точно слышали как и в начале этого ролика, так и в конце игры, слушая такой музыкальный бангер, как «Зомби на твоей лужайке», где она необычно быстро для себя движется, чтобы соответствовать ритму песни. И хоть лично мне с ней с глазу на глаз на сменах все никак не удавалось поговорить из зачастую огромного расстояния между нами, другие растения рассказывали, что она любит танцевать, и в целом я думаю это правда, особенно учитывая ее скромные характеристики, ведь по факту все очки прокачки она определенно забросила в выработку солнца в размере 25 единиц, которые удается выдавать через 5 секунд после посадки и каждые 30 секунд в целом, из-за чего ее крайне малое здоровье в размере 200 хитпоинтов, довольно стандартная перезарядка в 7,5 секунд и фактическая цена в 50 солнц попросту меркнет перед основным ее плюсом – выработки солнц. И этого единственного плюса ей хватает, чтобы в отличие от Горохострела быть большую часть игры в наших слотах, а получив специальное удобрение в магазине Безумного Дэйва, да, того самого соседа с дуршляком на голове, фанатеющего атака, у которого и можно купить за 5000 монет это улучшение для ее итоговой эволюции в совершенно другое растение под названием Двойной Подсолнух, становясь незаменимой уже практически где угодно. Помимо разве что конвейерных уровнях и части мини-игр. Да, тех самых мини-игр, где есть и обратная сторона медали, и где она наоборот получила, как и Горохострел, свои интереснейшие механики. Только в этом случае, к сожалению, вырезали из игрового процесса. Но не упомянуть то, что в отмененных мини-играх есть здоровый подсолнух, я не могу. Это жесть. За такое величие нужно ставить подсолнуху памятники, прям как в еще одной отмененной мини-игре «Художественный вызов подсолнуха». Чё-то не похоже. Ладно, пока.